Купертиновцы окончательно приостановили работу бесконтактной платежной системы Apple Pay в России, убрав поддержку карт национальной платежной системы МИР. Это означает, что пользователи iPhone и Apple Watch больше не могут платить своими гаджетами в оффлайн точках, так как любые сторонние решения, такие как MirPay и SberPay, на устройствах Apple не поддерживаются. К сожалению, обойти это ограничение не получится, а следовательно, владельцам яблочных смартфонов и часов придется вспоминать, как это пользоваться обычными банковскими карточками. Чтобы адаптация прошла менее болезненно, предлагаю вам подборку аксессуаров, которые хоть немного, но облегчают вам жизнь без Apple Pay. Пожалуй, самое очевидное, но довольно дорогое решение — это оригинальный карт-холдер от Apple. Такое решение примагничивается к iPhone при помощи фирменных магнитов MagSafe. Внутри можно легко разместить до 2 банковских карт, при желании поместится и третья, но извлекать нужную будет уже труднее. Существует 2 поколения этого девайса. Новое с поддержкой локатор, при котором ваш iPhone запоминает местоположение кошелька при его отсоединении, а предыдущее без такой функции. Отличить их можно по цветам и дате выпуска, которые указаны на коробке. Модель, совместимая с приложением Locator, была выпущена во второй половине сентября 2021 года и представлена в следующих цветах: золотистая охра, темная вишня, сиреневая глициния, зеленая секвойя и темная ночь. Найти Apple Launcher Wallet в продаже сегодня можно найти от 5000 рублей. Конечно, тратить 5000 рублей на кусочек кожи, пусть и от Apple, для многих может быть не самой лучшей идеей. Поэтому я нашел для вас несколько вариантов на порядок доступнее с AliExpress. Один из самых бюджетных вариантов – силиконовый кошелек на одну карту, который приклеивается к чехлу. Подходит, естественно, для всех аппаратов. Стоит всего около $2. Много цветов, надежная наклейка и доставка в районе 2 недель. Такой карт-холдер можно и на Xiaomi, и на Samsung, и в целом на любом смартфоне он будет надежно держаться. Аналогичный аксессуар есть и в ассортименте более именитого бренда Baseus, который в последнее время очень хорошо себя зарекомендовал. Принцип действия тот же самый, материал изготовления силикон, но судя по изображениям и отзывам более качественный. В него вмещается также всего одна карточка, а стоит он чуть менее $4. Так что по кошельку он не ударит. Еще более презентабельно выглядит вариант другого известного производителя Nilkin. Смотрите сами. Это уже не накладка, а полноценный кожаный кейс с отделением для 2 карточек. Притом он имеет подставку, чтобы можно было разместить смартфон горизонтально, например, для просмотра видео. Есть варианты для всех актуальных айфонов в 5 цветах. Стоимость около $5. Но согласитесь, в наши дни карт, которые необходимо иметь при себе, гораздо больше, чем 1-2. И если нужен не просто кармашек, а целый отсек для карт, то можно присмотреться к такому варианту. Выглядит довольно брутально, однако кому-то наверняка придется по вкусу. Стоимость всего $4,5. Трансформеры давно вышли за грани фантастики. Конечно, это не касается всеми известного фильма. Но вот этот брутальный вариант кейса трансформера с еще большей функциональностью, среди которой не забыли про хранение банковских карт. Помимо этого имеется поп-сокет, шторка для основного блока камер, подставка и магнитное крепление. Стоимость около $4. Ссылки на все модели, как всегда, в описании. Обязательно посмотри. Ах да, совсем забыл. Еще один кожаный вариант, который внешне весьма привлекателен. Цена $5, а среднее время доставки всего 2 недели. Есть модели на все виды айфонов, начиная с 7. Вообще, на Алике невероятное количество таких штук, от самых дешевых до нереально крутых и более дорогих. Но на данный момент придется все-таки осваивать такое решение. А самое главное, что до AliExpress санкций и ограничения вряд ли доберутся. С доставкой там сейчас полный порядок. И с оплатой все тоже достаточно удобно. Карты YouMoney и другие способы расплатиться по-прежнему доступны. Импровизируй, адаптируйся, преодолевай. А если ты еще не выбрал себе смартфон, посмотри вот это видео.